Гриньян столь величествен в своей простоте. Силуэты гор, охватывающих замок, заставляют задуматься о вечности. Но мои мысли, дорогая дочь, всегда уносятся к тебе. Даже в тишине этих холмов я слышу твой голос. Это строки из писем мадам де Савинье, адресованные ее дочери, которые она писала из Гриньяна. Письма маркизы де Савинье – это выдающийся памятник эпистолярного жанра в литературе, который, можно сказать, зародился в Гриньяне. Сегодня мы находимся в Гриньяне, небольшой город в регионе Прованс. Это уникальное сочетание истории, культуры и природной красоты. А благодаря письмам маркизы де Савинье этот небольшой город стал всемирно известным местом. Наша прогулка начинается с аллеи, где находится маленькая ротонда, жемчужина этого города. Она служила местом для отдыха и укрытием от солнца и дождя. Сегодня аллея и ротонда являются популярным местом для туристов. Вот такой вот симпатичный отель с мишленовской звездой закрыт на вакансии до конца ноября. Именно в этом месте и благодаря маркизе де Савинье в литературе появился эпистолярный жанр. Мадам де Савинье очень болезненно переносила разлуку с дочерью, которая вышла замуж и переехала в Прованс. И на протяжении почти 30 лет вела с ней переписку по 3-4 письма в неделю. Эти письма дают уникальный взгляд на эпоху Людовика XIV, описывая повседневную жизнь, политику, культуру и семейные отношения того времени. В этом жанре до сих пор никому не удалось приблизиться до ее уровня. Также мадам де Савинье обладала невероятным чувством юмора. Многие афоризмы известны по сей день, такие как «удачное замужество платит по всем счетам» и «чем больше я познаю людей, тем больше люблю собак». В это время года в таких городах не так много туристов, но зато можно спокойно снимать видео. Улицы Гриньяна настолько атмосферные. Они сохранили традиционную средневековую структуру, узкие, извилистые, с домами из камня. По городу можно встретить такие таблички и мозаики с изображением пера и чернильницы. Это литературный маркер, напоминающий о мадам де Савинье и ее наследии. Вот такая галерея, все открыто. Картины какие-то депрессивные. Странно, вообще никого нет. Галерист, наверное, в депрессии. Ходишь по городу и вообще никого нет. Вы можете такое себе представить? Идешь один по городу. С этой улицы видно замок, к которому мы поднимаемся, и на пути смотрим все встречающиеся достопримечательности города. С утра ходим, народу вообще никого нет. Редкий турист заезжает в Гриньян в конце года. Мы находимся на Рю дю Фур, что буквально переводится как улица пекарни. А это руины печи, которая сохранилась со средних веков, и люди всей коммуны были обязаны выпекать хлеб здесь. Во многих феодальных владениях существовало правило баналите – обязательное использование общественных объектов, таких как мельницы, виноградные прессы или печи, принадлежащие сеньору. Жители платили сеньору за право выпекать хлеб в его печи, часто в виде налога или части выпеченного хлеба.
Вот что значит попасть в такой город вне сезона. На улице никого, все магазины и рестораны закрыты. Мы поднимаемся все выше по направлению к церкви Église Saint-Sauveur, церковь Святого Спасителя. Этот храм является одним из ключевых исторических памятников города наряду с его знаменитым замком. Церковь находится на холме прямо под замком Гриньян, и благодаря усилиям местных властей и меценатов она сохранила свой первоначальный облик. Знаменитая писательница 17 века мадам де Савинье упокоена в этой церкви. Одной из достопримечательностей храма является рождественский вертеп. Это ценная традиция, которая каждый год привлекает посетителей. Вертеп в церкви Сан-Савер погружает в жизнь Гриньяна. Город полностью представлен в миниатюре с участием сантонов, миниатюрных глиняных фигурок. Все-таки Гриньян – это уникальный город. Здесь намешано много архитектурных стилей, от средневековых до элементов эпохи Возрождения. Несомненно, замок Гриньяна оказал влияние на развитие архитектуры. Какой же хороший здесь климат, что даже почти зимой растут цветы. По городу можно найти такие штучки. Не знаю, как они называются. Наверное, какая-то игра для детей. Кстати, во Франции в маленьких коммунах часто устраивают такие игры на праздники. Я очень сильно удивился, что билетерша не пустила меня в замок с камерой. К сожалению, встречаются иногда такие тети. Поэтому будем выше всего этого и покажем замок с высоты птичьего полета. Замок Гриньян – это крупнейший замок эпохи Возрождения в регионе Дром-Провансаль, построенный на холме. Изначально это была лишь укрепленная крепость в XI веке, но она была преобразована в роскошную резиденцию в XVI веке. Замок прославился благодаря мадам де Савинье, которая часто посещала дочь, живущую здесь, и умерла в этих стенах в 1696 году. Сегодня он открыт для посещений, предлагая экскурсии, кроме меня, предлагая экскурсии, культурные мероприятия, выставки и потрясающие виды на провансальские пейзажи. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для продвижения канала.